Всем доброго времени суток, и сегодня мы рассмотрим обновление Linux Mint 22.3 в окружении XFCE. Это важно, что окружение XFCE, ибо у нас есть еще Mate и Cinnamon. В принципе, это практически три разных философии, на мой взгляд. XFCE это самое легкое окружение. В крайнем случае оперативная память вот у нас здесь покажем. У меня сейчас 2 гигабайта занимает из 16. Ну, а в принципе в обычном состоянии, это я сейчас немного работал на нем, у меня тут есть, по-моему, да, у меня запущен Chrome. Сейчас мы его, если закроем, то у нас останется где-то 1,1 или 1,2 гигабайта оперативной памяти, что есть очень хорошо по сравнению с Windows. У меня здесь стоит Windows 11, а у меня здесь Dual Boot. То есть у меня и Linux Mint стоит, и Windows 11. Поэтому иногда я буду при обзоре этого дистрибутива еще отсылаться на Windows 11 для сравнения немного. Это не значит, что я там приверженец или Windows, или Linux Mint. Просто у меня есть и то, и другое. Так, пойдем дальше по пунктам. Обновляется он в один клик. Вот что мне нравится. Это из плюсов. Это, ну, шикарно. То есть у меня была на флешке образ 22.1. Вот, я ее сюда устанавливал. Образ я записывал еще, когда у меня не было этого Lenovo E15. У меня был вот этот вот дельчик. И сюда я изначально ставил 22.1 еще Linux Mint. И я не захотел переписывать, создавать еще один образ. Я просто его поставил, обновил до 22.2, а потом месяц попользовавшись, вышел еще 22.3, и я это обновил. Как это обновляется? Вот это, вот что мне нравится, так это очень просто делается. Вот здесь у нас есть в нижней панели вот такие вот значки мы нажимаем, просто вот где системные отчеты, требующие вашего внимания, к примеру. Вот мы нажимаем, вот отчеты о системе не обнаружено. Так, вот еще второй. Здесь еще. Вот. И у нас тут менеджер обновлений открывается. Сразу вот тут он напишет. У нас есть такие вот обновления. И я в один клик могу нажать «Установить обновление», и оно обновляется. Могу, что еще очень важно, я могу убрать там, допустим, если я там знаю, что мне вот это вот обновление, к примеру, не нужно. Мы сейчас не углубляемся, что и что. Это не нужно, и я могу раз, сейчас нажать вот так вот, и оно обновляется. Так, ну, нажимаем наш пароль, Enter, идет загрузка, и пошла загрузочка. У нас вот так вот обновляется, то есть не надо никакой командной строки там или еще чего-нибудь, как, к примеру, на Debian. Здесь это делается также практически как на этом самом, на Windows 11. Если кто еще заметил, у меня вверху там сообщение всплыло, это у меня стоит здесь еще KDE Connect. Это я пытаюсь сейчас сделать экосистему, так похожую хоть немного на Apple. Немного она похожа, она здесь тоже работает на Linux Mint. Интересная вещь, но это будет достойно отдельного видео. Это мы уже посмотрим в другом видео. Ну, пока загружается, будем рассказывать дальше. Я потом покажу, что все-таки там обновление это произошло. И обновление, кстати, происходит не так, чтобы супер быстро, потому что у меня роутер 2,4 гигагерцовый, ну, в общем, довольно-таки старый. Ну, ладно. То есть это вот удобно. Что еще меня очень порадовало? То есть я 2 раза обновлял этот Linux Mint, то есть с 22.1 до 22.2 и до 22.3.
И получается, у меня ни разу ничего не слетело, никакие там, ни в хроме, я пользуюсь хромом, браузером, ни Viber не слетел, ничего. То есть все как работало, так и работает. Вот. Единственное, что в оболочке, в окружении вот этом XFCE, это вот мне то, что некоторые моменты нужно делать через терминал. Не все идет у нас через графический интерфейс. Практически все идет, наверное, на 95 или на 98%. Ага, не закачать. Ну ладно. Не суть. Так. Идет через в окружении Cinnamon. Вот. А на XFCE некоторые вещи все-таки нужно делать и с помощью терминала. Но с помощью чата GPT это все прекрасно делается. Работает эта система очень быстро, ну, по крайней мере, на моем Ryzen 5000, плавно, все интересно. Так, Bluetooth, Wi-Fi подхватили сразу из коробки. То есть мне морочиться не нужно было в этом плане. Из коробки вообще есть почти все. Хотя для меня не все, потому что я пользуюсь хромом, телеграммом, вайбером, поэтому приходится доставлять. Но это тоже, в принципе, на официальных сайтах заходишь, в один клик установить, все устанавливается, все нормально, как и на Windows. Потом, из минусов, именно Linux Mint XFCE. Нет настоящих виджетов. Вот действительно, вот мне не нравится, что я не могу здесь посмотреть погоду. Вот. Плюс вот эти вот панельки с показаниями загрузки ЦПУ, загрузки памяти. Вот, кстати, можете посмотреть. Загрузочка у нас памяти сейчас идет 1,3 гигабайта. Вот. То, о чем я говорил. В свободном, изначально, когда вы запускаете систему, она кушает, сама система, очень мало. По сравнению, к примеру, у меня Windows 11 на этом же аппарате кушает там 3,9-3,8 гигабайта. Но для меня это не критично, потому что у меня 16 гигабайт оперативной памяти. Ну, кому-то может быть критично. У кого там 8 гигабайт оперативной памяти, и у кого память не такая скоростная, допустим, как у меня, есть такой нюанс. Так, здесь не поддерживается до сих пор сканер отпечатков пальца. Вот он у меня здесь есть на этой кнопочке, но для E серии Lenovo в Linux Mint нет драйверов. Есть для Lenovo на T и X серии. Там поддерживается. На моей уже 22 года модели Lenovo ThinkPad, к сожалению, нету. Есть, конечно, можно сделать вход по камере, но это больше костыль, а не системная функция. Он уступает Windows Hello по надежности и стабильности. Я даже это, в принципе, не настраивал. Мне оно как-то не очень. Мне, честно говоря, на Windows 11 Windows Hello не очень нравится, особенно вечером. Ну, может, потому что у меня, в принципе, камера не очень на этом ноутбуке. Напишите, пожалуйста, в комментариях. То есть мне, не знаю, я и перефотографировался несколько раз, все равно мне нравится, как она работает. Лучше по отпечатку пальцев. Заметил иногда баги подключения по кабелю к телефону. Я сейчас снимаю по нему, у меня Google Pixel 7. Есть иногда подключаешь, начинаешь по памяти внутри телефона лазить через ноутбук, и у меня иногда некоторые папки просто не видит. Ну, переподключил, и все как бы работает. Ну, бывает, ну, не сильно, чтобы критично, для меня не очень критично. Хотя на Windows такого бага ни разу не было, поэтому это, ну, как бы не кабель и не телефон. То есть это все-таки в Linux Mint.
Еще у меня была одна ошибка. Я выделил для этого самого, для системы. Сейчас мы найдем. Сейчас поставлю на паузу. Для системы я выделил 60 гигабайт это место. Вот. Как бы вот так у нас выглядит этот самый. Сейчас мы откроем свойства. Вот. И использовано у меня 97%. 1,5 гигабайта всего лишь свободно. Для этой системы все-таки лучше выделять 100-130 гигабайт. Ну, если честно, то я для Windows тоже, по-моему, 120 гигабайт выделил. Как бы вот, можно посмотреть. Вот это у нас здесь показана файловая система. Это для Windows. Ну, сколько? Не, это не то. Ладно, это как раз файловая система моя. Так, вот этот том 100, вот том 129. Это, ну, оно свойства не будет показывать. Это у нас том 129, то есть 130 гигабайт я выделил под систему Windows. И там у меня занято 72 гигабайта. Так что, в принципе, и Windows у нас не так уж мало использует места. Ну, в этом смысле можно поменять. Я, наверное, сниму видео, как я буду расширять память здесь. Ну и подведем итоги. В принципе, очень хороший, дружелюбный дистрибутив. Но тот, кто любит, так сказать, сильно Windows и не хочет сильно работать в терминале, лучше выбрать все-таки окружение Cinnamon. Но он будет немного тяжелее. Поэтому нужен хотя бы там Core i5 или Ryzen 5000, ну, не знаю. По крайней мере, не Core 2 Duo, это точно. Однозначно. Но для Core 2 Duo даже этот Linux Mint немножко тяжеловатый. Debian будет немножко полегче. Если что-то упустил, спрашивайте в комментариях. Я уже практически год Linux Mint пользуюсь, причем пользовался и на старом ноутбуке, и на новом. Я, наверное, в процентах 70 случаев уже использую Linux Mint в своей повседневной, так сказать, деятельности. К Windows я обращаюсь уже все реже и реже. Ну, просто мне интересно. Это не из-за того, что там Windows хуже или лучше. Там, не могу об этом сказать однозначно. Мне и то в какой-то степени нравится, и это. И я благодарен, в принципе, людям, которые разрабатывают все это, что есть возможность пользоваться и этим, и этим. Ну, как-то так. Всем добра и мира над нашими головами. Пишите комментарии, спрашивайте что-нибудь о Linux Mint.